Всем доброго времени суток, ты на канале Volume Trade, и сегодня мы с тобой поторгуем в моей закрытой группе, также поанализируем рынок, проведем прямую трансляцию вместе с ребятами, попробуем поработать с разными инструментами, вплоть как объем, так и инструмент ВПА, поанализируем рынок, попробуем на этом заработать. Как я и говорил, моя основная задача научить вас работать с разными инструментами, с разными фигурами price action, с фигурами того или иного движения цены на повышение или же на понижение. Ну, в общем, все это ты сейчас увидишь в видеоролике, надеюсь, он тебе понравится. Если это так, оцени его после просмотра лайком и напиши свой комментарий. Поехали! Но перед началом видео я хотел бы посоветовать вам мониторинг обменников курсов. Данным мониторингом пользуюсь лично я и, соответственно, покупаю и продаю криптовалюту именно через него. То есть, опять же, допустим, вот наиболее выгодная цена по первому месту, то есть, и по отзывам, обратите внимание, сейчас именно вот этот обменный пункт, где я могу купить или продать криптовалюту. Также в данном случае у нас имеется Telegram-бот, который помогает вам мониторить все наилучшие цены по тому или иному курсу. То есть, опять же, давайте найти наилучший курс. Выберем биткоин Сбербанк, допустим, и видим, да, что криптокасса у нас 1 биткоин за 4 миллиона 804 тысячи 787 рублей. Мы, соответственно, видим остальные криптообменники, которые как раз таки у нас по соотношению от лучшего к худшему по цене. Также вы можете оставить сам отзыв на данном мониторинге про тот или иной обменник. Если вас, допустим, где-то обманули, вы можете добавить отзыв негативный, положительный, отрицательный, нейтральный, да, его добавят. Мониторинг абсолютно честен. Здесь не нужна регистрация для покупки или же продажи криптовалюты, то есть вам не нужно регистрироваться на бирже и так далее. Также имеется темный фон для удобной и приятной работы с данным мониторингом. Все ссылочки на данный мониторинг вы найдете в описании. Переходите, покупайте и продавайте криптовалюту по наиболее выгодным ценам. Так, ну с этим индикатором мы тоже сейчас поработаем, просто для общего понимания объясню, как и что, о чем он говорит вообще. Ну и объем, где как раз таки внутренний объем, где соотношение покупок и продаж внутри свечи. Советую к тем ребятам, которые будут использовать именно этот индикатор, использовать хотя бы 15-минутный таймфрейм, так вам будет проще понимать общую картину на рынке, что происходит. Так, ну в данном случае, смотрите, у нас вот как раз таки вот здесь, да, вот в этой области, я ее давайте вот так немножко перетяну. Происходит борьба, это у нас уровень 1.15.530, да, и здесь мы с вами видим, да, что у нас здесь соотношение покупок и продаж практически, ну, продаж, конечно, немножко больше, 349 покупок, 172 на данный момент. С чем это связано? Опять же, это связано, скорее всего, с новостью. Почему? Потому что нас все еще будут проталкивать на понижение в данном случае, да, то есть, смотрите, влияние новости у нас пошло. Вот здесь, да, и единственный момент, я на самом деле думал, что цена пойдет все-таки на повышение, потому что последняя минутная свеча у нас пошла вниз, да, соотношение, когда значимые новости у нас выходят, обычно последние 15 секунд, последние минуты, грубо говоря, растет, да, то есть в данном случае, опять же, давайте вот просто объясню, как я работаю по новостям. Последняя минута, то есть вот 16:29, и вот от нее я уже начинаю засекать, какое движение происходит, да. Последние две свечи для меня также важны. Почему? Потому что, опять же, именно последние две свечи в большинстве случаев предсказывают само движение, то есть какой будет выстрел. И опять же, я на самом деле, я думал, что будет движение все-таки вверх. Мы видим, последние две свечи у нас красные. Были дергания вот эти как раз таки в движении вниз, но по итогу видим, да, у нас влияние новости все-таки пошло на понижение. По экономическому календарю мы видим, да, что соотношение доллара, по соотношению доллар к евро очень сильно вырос, да, то есть у нас по прогнозам был 0,4% без базовый индекс потребительских цен, но вырос он до 0,6%, что дало вот это как раз таки то самое движение. Что происходит после того, как выходит новость? Зачастую происходит импульс, движение, и скорее всего, ну то есть в большинстве случаев, опять же, происходит коррекция в обратную сторону до движения цены. В большинстве случаев также цена может вернуться до половины, да, то есть опять же приблизительно там 50-60%, она возвращается как раз таки, где мы уже брали вот здесь вторые сделки, и соответственно дальше идет вниз. Но в данном случае мы видим, да, движение вверх у нас пошло, коснулись, сначала 60%, 50% откатили, ушли вниз, потом дальше движение вверх до скажем так, точки начала новости, да, то есть нас вернули
Далее опять же видим движение вниз, и сейчас опять начинается движение вверх. Почему? С чем это связано? Я тут заметил, что у нас была вот еще заявка, новость, точнее, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Мы здесь видим, да, что здесь доллар как раз таки упал, соотношение как раз таки, возможно, эта новость и повлияла на вот это движение как раз таки цены на повышение. Что у нас еще? Ну, сегодня будем с вами, возможно, будем пробовать отрабатывать запасы сырой нефти, хотя по опыту скажу, что эта новость не всегда себя хорошо отрабатывала, но посмотрим на влияние. Ну и сейчас просто я попробую поторговать, посмотрите, понаблюдаете, у кого-то, если есть желание, опять же, можете заключать сделки со мной, но в большинстве случаев именно вот такие трансляции проводятся для того, чтобы просто вам показывать и рассказывать, с помощью чего я торгую, какие инструменты я использую, как я работаю, ну и, соответственно, какие стратегии, собственно, использую. Ну, для общего понимания, то есть, опять же, одно торговля по новостям, но общее понимание рынка никуда не девается, его нужно знать. Так, в данном случае, опять же, по индикатору, да, видим, что у нас соотношение все равно продаж у нас здесь больше, нежели покупок, да, хотя вот в этой точке у нас видим накопление происходит, в предыдущей свече мы видим, да, что соотношение покупок и продаж у нас было 2198 тиков именно в покупку было совершено, да, то есть вот по этому индикатору. И в данном случае у нас вот она открылась новая свеча, и здесь мы видим уже соотношение переваливает за минус 209 тиков. То есть это говорит нам о том, что в данном случае продаж у нас больше. То есть в данном случае, что мы с вами можем отметить? Опять же, просто для себя отмечаем зону сопротивления. Наверное, даже вот так я первую зону отмечу по телу и тени свечи, вот этот канал. Мы видим, да, что первое касание, цена пытается как раз таки сейчас выйти за этот канал. У нас еще 11 минут до закрытия этой 15-минутной свечи. Мы можем вернуться. Если же мы закроемся выше этого канала, то будет, скорее всего, движение цены на повышение. Но опять же, не суть важно для нас сейчас, для меня сейчас важно как раз таки вот этот объем, то есть внутри свечи что будет показывать, какие свечи будут реализовываться, и, соответственно, буду пробовать их отрабатывать. Так, давайте также на брокере отмечу для себя, так, параллельный канал мне не нужен, значимые уровни, на которые я буду обращать внимание. Это вот эта зона по телу и тени свечи, я ее выстраиваю, опять же, да, то есть, думаю, все помнят. Тело свечи, тень свечи. Это влияние новости, это факт влияния новости, где только началось влияние новости. Далее, смотрите, вот здесь мы видим, да, давайте опять же еще один прямоугольник. Вот по этому накоплению, вот так вот, можно отметить еще одну зону, да, то есть по вот этому накоплению я для себя еще одну зону отмечаю. Смотрите, касание, некое накопление, скорее всего здесь набирали объем. Если бы у меня был прогружен мод, я бы скорее всего увидел, да, здесь как раз таки пробитие, пошло движение вниз. Сейчас мы вернулись в эту же точку и, соответственно, топчемся как раз таки в ней. Опять же, 15-минутку еще раз для себя. Еще по уровням, да, можно вот здесь отметить зону. Давайте вот так вот по телу и тени свечи, опять же, это вот эта вот зона. Вот здесь мы видим реакцию, вот здесь мы видим реакцию. Сейчас опять же цена пытается вернуться к этой зоне, но соотношение у нас все-таки продаж в данной свече намного больше, да, нежели покупок. Так, видим опять же, да, что происходит вот здесь накопление. По свече 20.06 мы видим, что здесь тоже имеется накопление. По горизонтальному объему мы с вами также видим, что у нас имеется накопление. То есть вот он, скажем так, бугорок, который мы набрали, да, опять же, простым языком, мы набрали вот здесь необходимую плотность, нас начинают отталкивать, да, свеча 20.06 у нас закрывается ниже основной плотности, то есть у нас вот эта фигура, фактически можно было брать сделку на понижение, но я уже, конечно, не успел. Ладно, возьму на свой страх и риск сделочку на понижение, но в данном случае, смотрите, кстати, предыдущую зону мы пробили, то есть вот пробитие, закрепились за зоной, ретест, выход на повышение, подошли к следующей зоне накопления. Возможно, сейчас опять же мы либо вернемся к этой зоне, либо же будем уже ее не касаться. Если будет обновлять минимумы, то будет движение дальше продолжаться на повышение. Но в данном случае, опять же, свечу мы увидели, формацию мы увидели, сделку надо было брать, конечно же, сразу же на открытии следующей свечи. Фактически можно было сразу, опять же, повторюсь, вот происходит закрытие,
небольшой ретест, можно было как раз таки вот в этой точке попробовать взять сделочку на понижение. Свеча у нас хорошая, мы с вами увидели необходимый объем, да, то есть смотрите, свеча 20.06, хорошее накопление, хороший объем в свече, да, мы с вами обозначили уровень, который мы увидели его не просто так, не взяли его с головы, увидели его по предыдущим касаниям, да, то есть опять же посмотрим. Мы видим, да, что вот здесь было какое-то накопление. Опять же, если прибегнуть к 15-минутному таймфрейму, мы с вами видим, да, что здесь тоже имеются накопления по индикатору ВПА. Ну и, соответственно, по индикатору вертикального объема мы видим, да, что соотношение покупок и продаж у нас находится в минусовой тенденции. То есть у нас минус 158 тиков. Это говорит нам о том, что у нас преобладают продажи, как минимум на данный момент уже 227 тиков. Ну и, соответственно, увидели само движение. Смотрим далее. Так, ну для себя также сейчас отмечу линию тренда. Кстати, в пятницу, скорее всего, буду выводить весь депозит, записывать это все на видео, показывать, рассказывать, ну, дабы у ребят, которые думают, что там всякие фейковые счета и так далее, хотя я неоднократно показывал, я работаю на реальном счету. Так, смотрим, что у нас здесь происходит. Ну, линию тренда, я думаю, понятно, да? Как я обозначил для себя, опять же, это у нас вот эти минимумы, которые постоянно обновлялись. Вот здесь видим, касания не было, обновился минимум, уход на повышение. И сейчас цена пытается либо вернуться к этой зоне, возможно, от нее мы тоже попробуем как-то на нее как-то среагировать, либо же реакции не будет, и мы пойдем дальше вниз. Так, смотрим, да, опять же, индикатор ВПА, видим, да, что у нас до закрытия 15-минутной свечи 6 минут. Мы все еще находимся вот в этой зоне накопления, которую мы с вами отметили по предыдущему вот этому касанию, где видим, да, если опять же протянуть ее дальше, вот так вот, то мы с вами увидим, да, что вот здесь было некое ложное пробитие, выход на повышение. Здесь мы видим, опять же, цена зашла, сразу же вышла с этой зоны, да, то есть здесь у нас действительно присутствует накопление, опять же, мы для себя это подтвердили. Далее, теперь минутные свечи. Смотрим на свечи в данном промежутке времени. Смотрите, свеча 20.07 у нас продавили ее, да, то есть формация отработала себя после появления сигнальной свечи. Мы, точнее, вот в этом моменте, давайте я правильно отмечу его. Так, вот этот момент мы продавливаем, далее уходим на понижение свеча 20.07, свеча 20.08, то есть вот эта свеча, которая вошла в зону предыдущего накопления. Мы видим, да, что у нас происходит, вошли в зону, толчок и максимальная борьба у нас произошла как раз таки вот в этой точке, да, то есть в нижней точке свечи у нас произошла вот эта самая борьба, где цену попытались оттолкнуть. Ну и, соответственно, видим до следующую свечу, да, 20.09, давайте опять же уберу лишнее. Свеча 20.09, обратите внимание, мы с вами видим, да, что у нас основной объем в верхней точке, то есть формация у нас фактически появилась вот эта, но в данной формации, опять же, есть важный фактор, смотрите, сама свеча, она у нас как минимум ниже всех предыдущих свечей. О чем это говорит? О том, что у нас недостаточно покупателя, который был вот здесь, чтобы оттолкнуть цену. Что это могло быть? На данный момент я вижу как раз таки факт вот этого накопления. Мы видим, да, с вами, вот формируются свечи, у нас цена практически стоит в одной и той же зоне, у нас формируется накопление за вот этой вот зоной, которую мы с вами отметили, да, можно даже ее, в принципе, даже вот так уже, наверное, перетянуть и построить по телу свечи, то есть от точки выхода новости вот от этого момента и по предыдущим касаниям, да, то есть в данном случае мы видим, да, что у нас происходит накопление, и только сейчас вот происходит какое-то, попытались вытолкнуть цену на повышение, у нас формируется, смотрите, тень свечи, но в этом же моменте, видите, то есть если бы закрылась свеча без тени и с таким объемом, это уже был бы сигнал на то, что можно было бы попробовать войти в сделку на повышение. То есть у нас бы появилась вот эта формация, сама свеча у нас выше всех предыдущих, да, как минимум две предыдущие свечи. Это был бы сигнал на вход на повышение, да, и реакции на то, что у нас появился покупатель, который толкает цену как раз таки вверх. Ребят, еще раз попрошу, кстати, напишите, пожалуйста, как меня слышно. Не так много участников. Так, тогда поехали дальше. Ну вот свеча 2012, да, у нас сформировала как раз таки хороший объем, который толкнул
цену на повышение. И видим саму реакцию движения цены на повышение. В тот же момент, если взглянем на горизонтальный объем, то мы с вами увидим одна большая плотность, да, которая у нас формируется вот в этом промежутке времени. То есть вот эта плотность у нас формируется вот здесь. Все, спасибо. Так, ВПА, ну, соотношение минус 105 тиков, то есть у нас все еще преобладает продавец. 2 минуты до закрытия 15-минутной свечи. И сейчас для нас важно, закроемся ли мы выше вот этой зоны, будет ли подтверждение закрытия выше этой зоны, и, соответственно, будет реакция движения цены дальше на повышение. То есть, если мы закрываемся выше сейчас этой зоны, будет какое я предполагаю будет движение, это как раз таки возврат к точке вот этого накопления, либо вот этого накопления, и от него нас будут выталкивать на повышение. Если же мы закроемся выше, опять же, минута 44, но мы вот уже падаем буквально до этой зоны. Так, кстати, вот по свече 20.13 и по свече 20.14, видите, у нас падаем мы сейчас полностью на пустоте. То есть вот подошли к основной плотности и упали, прям полностью свеча у нас упала на пустом объеме. О чем это может говорить? А как раз таки об отсутствии продавца в данном случае. То есть мы, возможно, сейчас вошли в эту зону для того, чтобы подтвердить реакцию покупателя и дальше пойти на повышение. То есть в данном случае буду ждать подтверждение в виде тени свечи, либо накопления внутри свечи. Смотрим. Ну вот, фактически, да, было какое-то накопление в нижней области, опять же, да, вот она. Но следующая свеча у нас начинает выталкивать, при этом потихоньку начинает накапливать объем. Ну, в принципе, можно попробовать в эти минуты на 2 сделочку на повышение я открою все-таки. Опять же, основываясь на чем? Мы помним, да, зона накопления, где мы накопили объем. Далее мы видим, да, вот это хорошая красная свеча, но отсутствие объема. Причем объем только образовывался в нижней области, то есть вот в этой опять же точке. О чем это может говорить? О том, что как раз таки в данной точке у нас присутствуют силы, присутствует покупатель, который не дает цене пойти на понижение, дальше вниз и, соответственно, отталкивает ее вверх. Опять же, вот эта свеча что может обозначать? Она может обозначать как раз таки тот момент, что мы вернулись к точке вот этой, к зоне вот этой накопления, дабы проретестить уровень. То есть у нас, когда у нас происходит пробитие, я думаю, вы это понимаете, вот в каждом пробитии, вот в данном случае, да, вот пробитие, ретест, ушли на повышение. Обратно вернулись, откатили, ретест, ушли на повышение. То есть, что это может, о чем это может говорить? Как раз таки о наличии покупателей, это как раз таки в данном случае 15-минутная свеча, конечно, в данном случае закрывается где-то в зоне накопления. Посмотрим сейчас, что произойдет, конечно, дальше. Вот видим, да, у нас происходят резкие движения. Так, по новостям, ну, 44 минуты до новости, фактически никакой новости у нас появляться не должно. Вот. Торговля по объему все-таки заключает в себе, да, минутную торговлю, это скальпинг, да, в данном случае 2 минуты, возможно, сейчас будет перебор. Но если мы правильно, я в данном случае проанализировал все верно, то я получаю плюсик. Но в данном случае, опять же, свеча 20.16, видим, да, что опять же падение, то есть вот это движение вниз у нас пошло на пустом объеме, обратно мы видим у нас вот эти прострелы, да, с накоплением объема. Так, 7 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Сделочка закрывается плюсом. Опять же, да, при нормальном рынке, при нормальной ликвидности объемы себя отрабатывают очень и очень хорошо. Так, смотрим далее, да, опять же видим, да, что вот в данном случае вот оно накопление в продажах у нас было, да, то есть вот оно накопление. В принципе, да, в целом индикатор ВПА показывает нам как раз таки об наличии какого-либо объема в каком-то конкретном промежутке времени, в какой-то свече, да, то есть в данном случае на вот этом уровне мы видим 268 покупок, и мы видим, да, движение цены к этой области и сразу же вытолкнули на повышение. То есть у нас произошел полноценный ретест данного уровня. И уже зону вот этого накопления, по сути, вот эту зону, которую я отметил, можно перетянуть как раз таки вот в эту область и от нее уже как-то отталкиваться, да. Давайте анализировать, опять же, дальше мы видим, что цена у нас приближается вот как раз таки наклонной линии поддержки. Возможно, у нас будет сейчас появляться следующая картина. Давайте ее обрисую немножко. Вот
примерно вот такой у нас, возможно, треугольник сейчас появляется касаемо верхней зоны накопления и нижней зоны накопления, да, и отсюда уже будет какое-то выталкивание, какое-то пробитие. А когда у нас пробьется треугольник, опять же, думаю, все прекрасно понимают, как с ним работать. Опять же, вот отмечаем зону, и вот это вот движение, да, то есть вот это вот движение примерно будет цена двигаться либо вверх, либо вниз после пробития и закрепления над или под уровнем поддержки либо сопротивления. Так, свеча 2018, да, мы видим, что находимся мы у максимального зона, у максимального накопления, у максимальной плотности, да, вот она как раз таки находится вот здесь, максимальный тик. 2018 свеча у нас, вот обратите внимание, у нас, во-первых, происходит некая дивергенция, у нас падение объема пошло. То есть объем постоянно понижался. О чем это говорит? В данном случае об отсутствии продавца. Возможно, какое-то ложное пробитие сейчас будет. Вот опять же, смотрите, цена вошла в зону накопления, начинает появляться объем, начинает появляться плотность, начинает появляться тик в данном случае, да, ну и в данном же случае, опять же, по индикатору ВПА мы видим, да, что цена у нас вошла в эту зону, вот он, максимальный объем 268 тиков, здесь мы видим, вот дальше у нас еще одна, скажем так, заявка подкрепляет на 54 тика, пытались пробить, но фактически движение, я больше чем уверен, наверное, все-таки будет ложно. Опять же, в предыдущих моментах мы видим, да, что предыдущая свеча, даже с тем учетом, что у нас было отрицательное значение, у нас сейчас в итоге вышло в положительном значении 266 тиков вверх. Так, свеча 2019 закрывается, вот смотрите, с тенью. Давайте вот так выведу. Закрывается она у нас тенью, вот она тень, и основная плотность у нас как раз таки в нижней области. О чем это говорит? О том, что как раз таки в данном случае нас не пустили ниже, начали выталкивать на повышение. Следующая свеча, обратите внимание, сразу же с накоплением объема появляется, то есть нас начали выталкивать на повышение. Возможно, либо мы сейчас закрепимся на этом уровне и пойдем вниз, но так как если бы мы закреплялись на этом уровне, у нас бы не было вот этого как раз таки самого объема, то есть не было бы накопления, чтобы, проще говоря, у нас бы появилась вот такая свеча. Давайте ее прямо вот здесь. Вот у нас пошло движение, а внутри свечи у нас бы не было объема, то есть он бы был пустой. И как только мы подошли к вот этой области, у нас начал бы накапливаться объем в свече, и нас начали выталкивать бы на понижение. То есть в данном случае именно такая картина бы являлась сигналом на вход на понижение. То есть мы бы закрепились за уровнем и пошли дальше вниз. Но так как, к сожалению, не получилось у меня записать полностью нашу торговлю с ребятами в группе, где у нас получилось еще заключить несколько успешных сделок, сейчас я вам их покажу. В общем, мы заключили с ребятами еще 5 сделок, получается из них 1 минус и 4 плюса, где мы отработали как раз таки вот эту вот формацию, вот эту ситуацию с пробитием вот этого наклонного треугольника, я про него рассказывал, то есть вот эту формацию мы с ребятами отработали, пробили треугольник, вышли на повышение, ретест и выход на повышение. Как раз таки эту формацию, на этой формации нам с ребятами удалось заработать еще небольшой плюс к депозиту, но и к сожалению по каким-то причинам сбилась видеозапись и я не смогу вам вот это все показать. Но, как говорится, вот вся статистика, что нам удалось заключить по данным сделкам. Ну вот такая вот получилась торговля. Я надеюсь, вам данный видеоролик понравился. Если это так, опять же, попрошу вас оценить его лайком, написать свой комментарий. Если вы хотите торговать вместе со мной и моей командой, где я стараюсь, опять же, ребят, обучать вас, не просто давать какие-либо сигналы. Основная торговля у нас, как я и говорил, идет по новостям, где есть шанс того, что ребята просто-напросто не сольют депозит, зайдя в ту или иную сделку ва-банком, и в итоге заработают, научатся каким-то правилам money менеджмента, каким-то правилам соотношения риска и прибыли, и соответственно строить свой какой-то торговый план. Вот эта торговля, вот эти демонстрации, как я и говорил, проводятся для того, чтобы просто-напросто обучить человека, научить его работать по базовым информациям, по базовым инструментам, и соответственно научить человека не сливать свой депозит. Ну и еще раз хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить колокольчик, так как именно в конце этой недели я буду выводить весь свой наторгованный депозит, сколько как раз таки у меня сейчас на депозите и что я наторгую сверху, и все это буду показывать на камеру, вплоть до вывода средств с банкомата, дабы показать вам, что я действительно торгую на реальных счетах и не использую какие-то промо-аккаунты и тому подобное. Ну а на этом все, еще раз всем огромное спасибо, ну а с вами был Роман и всем пока!